Всем привет! Сегодня мы пройдем карту Borderlands в Tower Battles двумя различными способами. Легким для бывалых игроков, то есть с ГК Фазером и Зедом, и легким для начинающих путь игроков без вышеперечисленных, но с более доступными их заменами, а именно с Командо и Рейлганнером. Начнем, пожалуй, с небольшого анализа башен. Golden Командо или же ГК, его плюс это огромный урон в секунду, не зависящий от количества врагов. Из минусов, пожалуй, цена, и то, что поставить их можно всего 6. Zombie Extermination Device или же Z. Его плюс это большая дальность и количество здоровья. 420 на первом уровне, 820 на втором уровне, 880 на третьем, 2000 на четвертом и 6000 на пятом. Из минусов самая высокая начальная стоимость и кулдаун в 45 секунд перед каждым появлением. Также можно поставить всего 5 штук. Фазер. Его первый огромный плюс это бешеный ДПМ по одному большому врагу, например Войду. Второй же плюс гигантский радиус стрельбы. Минусы относительная большая стоимость и беспомощность против большого скопления врагов. Команда. Дешевый аналог ГК. Плюсы. Низкая стоимость, дистанция, в отличие от старшего брата, не ограничивается 6 башнями на игрока. Минус. Малый урон в секунду на первых уровнях. Рейлганнер. Из плюсов. Высокий разовый урон, не требует накопления заряда и имеет высокую дальность. Из минусов не видит хайденов, ставится только на холмах. Так, поехали, давайте выберем карту и, наверное, Borderlands поменять. Так, наконец-то она выпала. Так, поехали. Для начала ставим ферму и прокачиваем ее. Также прошу заметить, мой напарник ставит сверху патруль первого уровня пока что. Я прокачу ферму до 3-го уровня за 550 монет. Далее ожидаю следующей волны и ставлю вторую ферму. И как только наступает следующая волна или же 5-я, сразу же прокачиваем вторую ферму до 2-го уровня. А тем временем мой помощник уже прокачивает патруль до 3-го уровня. К 6-й волне у нас ровно 550 монет, на них мы прокачиваем вторую ферму до 3-го уровня. Вот у нас наконец появляется 1200, и мы прокачиваем первую ферму до 4-го уровня. Началась 9-я волна. Мы прокачиваем вторую ферму до 4-го уровня, а мой помощник прокачивает машину до расстрелочной. Эта машина хороша во многих сторонах. Например, у нее высокий урон в секунду. Также она... Ну, в общем, я думаю, всем понятно, почему она так хороша. Накопив на расстрелочную машину, наш помощник тоже начинает ставить фермы, когда, естественно, ему появляются деньги. И вот мы наконец накопили на золотого пулеметчика и ставим его именно здесь, так как именно отсюда он будет стрелять почти по всей карте. Теперь ставим диджея, чтобы повысить скорость стрельбы и в будущем получить скидку. Дожидаемся следующей волны и прокачиваем диджея до скидки, так как она нам понадобится для прокачки ферм. Дожидаемся следующей волны. Следующей волны. О, ну наконец-то. Так, 2000. И... Опа. Так, все. Так как скидка у нас уже есть, мы просто продолжаем ставить фермы и прокачивать их.
Прокачиваем обе фермы до 3-го уровня и одну из них до 4-го. Прокачиваем диджей для увеличения эффектов. Так. Нам денег не хватит. Ну, теперь-то уж точно его прокачиваем и получаем 20% скидку. И мой напарник ставит своего первого золотого пулеметчика и командоры для помощи мне. А я тем временем ставлю и прокачиваю фермы, так как мне их понадобится много. Итак, у нас 8 ферм 4-го уровня, это значит, что пора качать их до 5-го. Напишите в комментариях, как вам легендарный скин на командора. Поддержка выехала. Да. Что-то она не помогла. В таком случае прокачиваем золотого пулеметчика до 4-го уровня. Покупаем еще одного золотого пулеметчика и прокачиваем его. Вау! Может, это уже 6, ну и ладно. Что-то у нас все не очень хорошо, поэтому ставим еще золотых пулеметчиков и, естественно, прокачиваем их. И устанавливаю последнего завершающего золотого пулеметчика, и он не влезает. Водила, молодец! Спасибо тебе за твои фермы. Заканчиваем прокачивать золотых пулеметчиков до 4-го уровня, и у нас довольно-таки неплохая защита, поэтому начинаем ставить фермы. Так, второго взять тоже нужно. Одной не хватает. Спасибо. Поставим 3-го Зеда и прокачаем его. Ставим 4-го Зеда. И финального 5-го Зеда. Ну и, конечно же, их прокачиваем. Куда же нам деваться?
У моего помощника уже давно ГК-5, а мы его только покупаем. Так, 39-я волна. Сейчас будет 40-я. Последняя. Нам нужно будет продавать ферму, потому что толку от них уже не будет. Еще не грузится. Неужели... Неужели опять? А, нет, показалось. Продолжаем. Начинаем ставить фазеров, чтобы показать Войду, что такое лучи боли. Разорался, черт пустотный. Сейчас все башни мне повырубает. Так, мы убили всех, кроме Войда, значит, небольшой таймлапс. Даже половину он не смог пройти. Но во всем заслуга фазеров. Немного извинюсь, то что уже несколько месяцев не выходили видео. Должны были выйти множество видео, но по тем или иным причинам они были отменены. На монтаж этого видео ушло довольно-таки много времени, хоть и не скажешь, но я старался. В общем, если вам понравится это видео, в скором времени выйдет вторая часть, так как она уже отснята и сценарий к ней готов. Останется лишь ее отмонтировать. Но стоит ли ее монтировать или нет, решать вам. Спасибо всем, кто досмотрел до этого момента. Всем пока.